Теперь вяжем далее основным цветом, но вот эту нитку, вторую, подтягивайте, то есть перекручивайте сзади. Вот смотрите, дошли мы до этого места. Здесь разрыв будет. Чтоб его не было, не в эту петлю, а во вторую. Вводим спицу. И полупетлю надеваем на спицу. И провязываем их вместе. Вот, и дырочки у вас не будет. Следующую провязываем. Здесь у нас разрыв. Поднимаем вот эту полупетлю. Надеваем. Эту петлю не трогаем, а следующую. И провязываем. Следующую провязываем. Эту петлю не трогаем, а берем ниже. Надеваем. И провязываем лицевой. Следующую провязываем. Здесь поднимаем полупетлю вот эту. И 2 петли провязываем вместе. Эту провязываем. Здесь поднимаем полупетлю. И провязываем вместе. Все. И как видите, дырок у нас нету. Поворачиваемся. Вяжем изнаночными петлями. Весь ряд. А вот эту нитку перекручиваем. Мы ее должны поднять повыше. Вот мы связали с вами половину листика. Теперь будем вязать вторую половину. Одну снимаем, провязываем 3. Всего. Вот 3 петли. Дальше поднимаем дополнительный цвет нити и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваемся. Первую снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нити здесь перекручиваем. 1, 2, 3.
Поворачиваемся. Вяжем 1, 2, 3. Теперь мы увеличиваем на 2 петли основным цветом. 4, 5. Перекручиваем. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И эту петлю не трогаем, берем со следующего ряда. Надеваем, провязываем вместе. Это у нас уже 6, 1, 2, 3, 6, 7. И поворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нитки перекручиваем. Вяжем основным цветом до конца ряда. И поворачиваемся. Следующий ряд вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2 провязываем. Нитки перекручиваем. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем полупетлю, провязываем вместе. Это 6, 7. И разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекручиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять поворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перекрутили. 1, 2, 3, 4, 5. Поднимаем полупетлю, провязываем вместе. Это будет 6, 7. Разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекрутили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Опять поворачиваемся. И одну снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Перекручиваем нитки. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, эту мы провязали, а вот ниже берем 6, 7. Одна недовязанная. Поворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекрутили. И далее вяжем основным цветом все петли до конца ряда. И опять поворачиваемся. Ну вот мы с вами и связали листик. Теперь провязываем основным цветом до конца. Вот не забудьте эту нитку перекрутить, чтобы она поднялась к следующему ряду. Вот мы до нее дошли. Перекручиваем. Здесь мы тоже, чтобы отверстия не было, поднимаем полупетлю и провязываем вместе. Поворачиваемся. Вяжем в обратном направлении основным цветом все петли изнаночные. Вот эту нитку опять перекрутите. И вот так у нас на обороте, на изнаночной стороне, вот такие протяжки получаются. И теперь вяжем второй листик. Он вяжется точно так же, как и первый. То есть провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поднимаем дополнительный цвет
Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и разворачиваемся. Итак, мы вяжем с вами второй листик самостоятельно. И вот мне кажется, что здесь вместится всего-навсего 3 листочка. Вот 1, 2 и 3. Значит, дальше вяжем самостоятельно. Ну вот, связала я 3 листика. У меня всего получилось здесь. Больше у меня не входит. Видите, уже по прямой. Один ряд мы провязали в эту сторону, а обратно вяжем уже лицевыми, не изнаночными, а лицевыми петлями. Вот последний ряд. Вяжем лицевыми. Но эту нитку я еще перекручу, чтобы ее зафиксировать. Вот и у нас получилось точно так же. Вот как мы здесь начинали листик вязать, точно так же и заканчиваем. Все, теперь вяжем такое же количество рядов с этой стороны. И потом я вам покажу, как связать подошву и закрыть пятку. Значит, эту часть вяжем самостоятельно. После того, как мы связали одинаковое количество рядов с этой стороны, с этой, дополнительной нитью я провязываю один ряд. И вот, чтобы с этой стороны были такие же протяжки. Кстати, наверное, придется еще один ряд провязать, чтобы, когда мы закроем петли, чтобы не сливались, чтобы протяжки были видны. Давайте еще один ряд свяжем. Ну вот, теперь они не будут сливаться уже у нас, видны хорошо. И теперь эти петли закроем. Закрывайте кто как может, кто как привык. Вот и так закрываем до конца ряда. После того, как закрыли петли, дополнительную нить обрезаем.
И обрезаем основную нить. Теперь нам нужно высчитать, какая ширина будет подошвы. Для этого опять обращаемся к нашей таблице. Смотрим. Число петель наборного ряда. 60 петель на 36 размер. 60. А плотность вязания 30 петель в 10 сантиметрах. 60 петель X, а 30 петель это 10 сантиметров. Находим X. Значит, 60 умножаем на 10 и делим на 30. Здесь у нас 2. Получается 20 сантиметров. То есть вот здесь резинка набирается 20 сантиметров по резинке. Давайте посмотрим по другой таблице. Значит, плотность вязания 22 петли в 10 сантиметрах. 22 петли в 10 сантиметрах. Так, а здесь у нас в 36 размере число петель наборного ряда 48. 48 это будет X. Значит, находим X. 48 умножаем на 10 и делим на 22. И получаем 21,8 сантиметра. Давайте по следующей таблице проверим. 20 петель в 10 сантиметрах. Пишем 20 петель, это 10 сантиметров. А число наборного ряда 44. 44 это X. Находим X. 44 умножаем на 10 и делим на 20. Получаем 22 сантиметра. Теперь мы эти параметры все складываем и получаем в сумме. Значит, в сумме мы получаем 63,8 сантиметра. И делим на количество наших показателей. У нас было их 3. Получаем 21, 27. Примерно 21 сантиметр. То есть вот на всю окружность должно быть 21 сантиметр. Значит, вот у нас окружность. Вот сюда должно быть 21 сантиметр. Но мы вяжем по кругу типа на 4 спицах. 21 делим на 4 и получаем 5,25
сантиметра. Вот на одну спицу 5,25 сантиметра. На следующую спицу то же самое. На следующую спицу то же самое. Значит, мы должны ширину подошвы сделать в районе 5,25 сантиметра. Теперь считаем, сколько у нас петель в 5,25 сантиметра. Один, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 13 петель. По крайней мере, у меня получилось вот в этом числе 13 петель. Значит, мы с мыса набираем сначала 7 петель и доходим до 13. Отмечаем центральную петлю. И отсчитываем от нее 1, 2, 3. 1, 2, 3. Провязываем лицевыми петлями 7 петель. Вот берем закромочные. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 центральных петель. Поворачиваем. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Следующую кромочную мы поднимаем. Нить перебрасываем к себе. Кромочную эту надеваем. И поворачиваемся. То есть мы петлю кромочную обвили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь с этой стороны поднимаем кромочную, спицу за нить и вот сюда вводим. Разворачиваемся. То есть эту кромочную петлю мы тоже обошли, обвили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующую поднимаем. Спицу таким образом
за рабочую нить и петлю надеваем. И разворачиваемся. Обвили петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Поднимаем следующую петлю, нить к себе и спицу в кромочную петлю. Разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кромочную берем. Спицу за нить, за рабочую, и спицу в кромочную вводим. И разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поднимаем следующую спицу за нитку и в петлю. И разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 провязали, а нам нужно на 13 выйти. Теперь мы эту петлю берем. Берем следующую. И эту петлю надеваем и провязываем вот видите, они неудобно стоят, значит, вот эту петлю надо надеть в изнаночной стороне вот таким образом. И провязываем изнаночной. В итоге у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 петель. Поворачиваемся. Эту снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот эту петлю мы обвивали. Вот здесь берем кромочную. Эту надеваем. И вот эти две петли нам нужно провязать вместе. Я буду вязать по-своему. Вы
Делайте, как вам удобно. Вот я провязала вторую лицевой и на нее надела предыдущую петлю. Вот таким образом. Вот. Все, мы вышли на наши 13 петель. Вот мы их высчитали. Это у нас будет идти подошва. Теперь мы должны учесть еще то, что в каждой кромочной петле соответствует 2 ряда. Значит, чтобы подошву не стягивала, я буду делать так. 1, 2, 3. И вот сюда, в 4-ю кромочную, ставлю маркер. С одной стороны 4-я петля. И с другой стороны. Так, эту кромочную мы задействовали. 1, 2, 3, 4. Вот 4-я кромочная. Сюда я буду вязать по 2 петли. Давайте я вам покажу. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Эту петлю я провязываю вот с этой кромочной. Причем я буду провязывать бабушкиным методом. Вот так. Изнанкой. Так, повернулись. Видите, у меня будет вот такая петля здесь идти по подошве. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кромочную поднимаю. Ее я провязываю. И на нее надеваю вот эту предыдущую. Вот. И здесь у меня тоже будут идти лицевые петли. Вот таким образом, с 2 сторон. Поворачиваемся. А вот теперь здесь из одной кромочной мы должны провязать 2 раза. Сначала за заднюю стенку берем, провязываем. На нее надеваем и разворачиваемся. Опять вяжем лицевыми. Эту снимаем. Сначала берем вот эту полупетлю, которая дальше. И провязываем изнаночной. Поворачиваемся.
Вот у нас последняя. И теперь мы берем еще за полпетли, провязываем так и на нее надеваем снятую. Вот эту петлю мы закончили, 2 раза провязали. Следующую ищем петлю 1, 2, 3, и вот эта 4-я, вот здесь мы будем вывязывать тоже за одну стенку и за другую. А здесь мы вывязываем полностью за всю петлю. А здесь 2 раза. Так, повернулись. Опять лицевыми. Вот эту последнюю снимаем. И вот за эту полупетлю провязываем бабушкиным методом. Вот опять здесь снимаем маркер и считаем 1, 2, 3, 4. Вот здесь мы будем вывязывать из одной петли 2 ряда. Все. И так мы вяжем до дополнительной нити. Вот до самого края. Дальше вяжем самостоятельно. Ну вот, довязали мы с вами подошву до дополнительной нити. И теперь вяжем пяточную часть. И вот за эти перемычки, вот они хорошо видны, эти петли. Вот за них цепляемся. Вот они хорошо видны. Ну и так вот вяжем и за них цепляемся и вяжем до самого верха. Ну и теперь эти нитки дополнительные вытаскиваем. Вот так они распускаются.
Ну и распускаете все это, убираете. Итак, будем обвязывать следок. Я буду обвязывать теми же нитками, которыми вязала листики. И крючком. Вот у меня крючок. Двойка. Нитку здесь я вязала в 2 сложения, а обвязывать сейчас будем в 1 сложение, потому что вяжем крючком. Вот под первую петлю вводим крючок. Один, два, три. И вывязываем пико. Под следующую петлю вводим крючок, сразу нить протягиваем. Под следующую тоже ввели, протягиваем. И тут же вывязываем 3 воздушки. 1, 2, 3. И вывязываем пико. Под следующую петлю сразу соединительная. Под следующую петлю соединительная. 1, 2, 3. И вывязываем пико. Под следующую петлю соединительная. Под следующую тоже соединительная. И 3 воздушки. 1, 2, 3. И пико. Итак, мы с вами должны обвязать вот до центра, а чуть дальше я вам покажу. Здесь мы соединим, и будет у нас симпатичное отверстие. Вот я довязала до центра. Вот у меня в центре пико, прям по центру. Затем у нас идет соединительная петля. Потом идет пико. 1, 2, 3. Так, смотрим. Значит, вот центральная. Угу. Затем соединительная. Так. 4. Значит, 2 провязать. Так, еще одно пико провяжем. 1, 2, 3. Провяжем соединительную. И вот здесь у нас будет еще одно пико. Причем, вот смотрите, вы постарайтесь рассчитать так, распределить, чтобы пико было по центру. Затем 1, 2, 1, 2. А вот третий мы будем соединять с третьим. Вот эти соединять. Значит, провязываем одну воздушную
И на противоположной стороне соединяем вот с этим пико. И вывязываем еще одну воздушную. И соединяем. Вот так. Следующая петля только соединение. В следующую будет пико. 1, 2, 3. Вот таким образом у нас получится соединение. Дальше опять обвязываем такими же пико. И получится у нас вот таким образом. Ну, вот такие следки мы с вами в итоге получили. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.